Шашлык готовит не маринад. Шашлык шашлыком делает даже не уголь. Шашлык шашлыком делает жир. Вот такие кусочки скрываются под лопаткой. Жирком покрыта лопаточная часть барашка, а здесь жира нет. И поэтому, вот, посмотрите, ну это же прямо мраморные кусочки мяса. Очень нежный вот ягненочек розовенький. Я не могу приготовить из него шашлык, потому что нет жира. И что с ними делать? Да как угодно. Можно просто взять, пожарить на сковородке. Можно в шурпу опустить. Только жалко очень. Я сейчас с вами разговариваю не потому, что я люблю поговорить, а для того, чтобы поделиться с вами знаниями, которые я накопил, слава богу, за свою жизнь. Вот если бы я взял эти замечательные кусочки мяса и приготовил из них шашлык, я поступил бы не очень правильно. И вообще с бараниной надо поступать очень осторожно. Вот баранина, ягненок – это одно мясо, а баранина чуть постарше, вот те же самые кусочки, уже совершенно другое мясо. Итак, мы сегодня говорим о ягнятине, лопаточная часть, корейка. Впрочем, знаете что? Вот на то, что мы сегодня будем готовить, можно взять и говядину, и телятину, можно взять и свинину, можно взять индюка, можно взять курятину, потому что мы будем готовить, в принципе, шницель. Я понимаю, что мало кто из вас слышал такое, что вот шницель из ягнятины. И я хочу показать вам самое главное, самое важное в приготовлении шницеля. Ну а вкусно ли это будет? Вот посмотрите ролик внимательно, потом приготовите так, как я вам показал. Попробуйте и скажете, понимает что-нибудь дядя Сталик в кулинарии или нет. Присыпаем мукой. Прямо важно, чтобы вот кусочки мяса плотно были обсыпаны мукой. Вот яйца. Я шницели каждый день не готовлю. И не знаю, сколько яиц у меня уйдет сегодня. Давайте так вот, пока 2 яичка выбьем в миску, разболтаем их как следует. Чуть-чуть присолим, вот щепоточку. Разболтать, сделать, ну, что-то такое равномерное. Ну вот, разбалтывать удобно здесь, а окунать кусочки мяса в яйцо, в эту миску, будет неудобно. Поэтому вот так. А вот это панировочные сухари. Можно сделать самим. Вот я знаю, люди, многие покупают хлеб, потом выбрасывают. Это нехорошо. Порежьте его кусочками, поставьте в духовку на 130, там, ну не знаю, 140 градусов. 30-40 минут и получились отличные сухари. Там, с супом хорошо. Не нужны вам сухари к супу? Не едите суп, что ли? Ну, тогда, значит, используйте их для панировки. Перемололи блендером там или потолкли. И вот и все. Это сухари, а это сыр пармезан. Я полагаю, что и сухари, и пармезана еще понадобится, поэтому беру только половину пармезана. И вот так смешиваю его с сухарями. Можно без пармезана обойтись. Тоже будет хорошо. А с пармезаном будет вкуснее, вот и все. И еще, ну посмотрите, вот мы сейчас обмакнем кусочки мяса в яйцо. Потом вот сюда, в эту панировку. Куда положим? Если положить вот просто на этот поднос, ну вот они прилипнут к этому подносу. Яйца ведь. Яйца, да? Поэтому надо подумать, позаботиться. Наверняка у вас дома найдутся какие-нибудь вот такие решеточки. А если нет, купите деревянные спицы. Вот деревянными спицами выложили, и все. Итак, обмакиваем в яйцо. И теперь обмакиваем уже непосредственно в панировку, чтобы панировка как следует облепила кусочек мяса. Выкладывайте на решеточку. Понимаете, даже если какая-то капелька яйца стечет, ну он туда стечет, и все. Все в порядке будет. Теперь не прилипнет. И повторяем так, пока кусочки мяса не кончатся. Предвижу комментарии про отбивание. На кухне, вообще в кулинарии, да может быть и в жизни, самый главный вопрос – а зачем? Вот если вы задаете себе этот вопрос, то имейте в виду, что, скорее всего, вы хороший кулинар. Ну, либо скоро станете хорошим кулинаром. Человек, который сам себе задает вопросы.
Зачем отбивать? Если мясо какое-то грубое, жесткое, ну, может быть, тогда это и имеет смысл. А если это вот такое мясо, которое просто под действием моих пальцев, вот какой был кусочек, и сейчас, пока я вдавливаю в этот кусочек мяса панировку, посмотрите, каким он стал. Видите, вот он уже увеличился. Он пальцами практически отбился. Теперь скажите, пожалуйста, для чего его еще отбивать молотком? Чтобы бумагу получить из мяса, что ли? Не надо этого делать. Кажется, даже 2 яиц будет достаточно. Но вот имейте в виду, значит, у меня здесь было 12 таких кусочков корейки. На 12 кусочков корейки 2 яйца, и все хорошо. Ну вот, видите, как хорошо. Яиц почти что не осталось. Немножко осталось сухарей и пармезана. Можно сделать и двойную панировку. Но после того, как это мясо постоит в холодильнике. Очень многие сейчас бы вот налили масло. Вот у меня масло, вот сковородка, включили бы огонь и давай жарить. И вся эта панировка трескается, отпадает, и не получается ничего хорошего. Послушайте меня внимательно. Надо не так. Надо вот это поставить в холодильник на час, чтобы панировка через яйца присохла, приклеилась к мясу. Подсохнуть должны эти кусочки. После этого можно сделать повторную панировку, но здесь такие сухари попались какие-то в магазине, что они прям вот очень крупные, поэтому я думаю, что все будет и так хорошо. Посмотрите пока рекламу. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Мясо остыло, и вот даже прикасаешься, там вот не чувствуется, что есть вот эти влажные яйца. Масло надо брать довольно много. Если налить масло так, ну чтобы там только смазать сковородку, у вас ничего не получится. Шницель какой толщины получается? Вот масло должно доходить как минимум до середины. И масло как следует разогреваем до температуры 185-180 градусов. Если хотите экономить масло, ну, значит, вот надо сковородку поменьше брать и все. Глубина масла должна быть достаточная. Все. Видите, как весело?
Держите наготове вот такой ситечко. Если где-то какие-то крошки там отвалились, ну не надо ждать, пока они почернеют и не окрасят масло вот этим неприятным вкусом горелого. Просто взяли, да и убрали в сторонку, ничего страшного. Не надо жарить шницели слишком долго. Во-первых, должны яйца пожариться. Ну и вот, видели, да, панировка изменила свой цвет. Вот покраснела. Будете жарить дальше, просто все почернеет, да и все. Шницели готовятся сначала на сковородке в масле и во вторую очередь в духовке. Но это я опять вперед забегаю. Сейчас все покажу, все объясню. И вот каждый раз, когда что-то жаришь во фритюре, показываешь, там начинается стоны, как много масла, все будет жирно, все будет жирно. Значит, посмотрите, пожалуйста. Масла в сковородке сколько было, практически столько и осталось. Ну, есть тут немножко, тут несколько капель, вот они сейчас стекут туда вниз. И все, не более того. Не надо, прекратите, пожалуйста, переживать из-за того, что в вас наконец-то попадет немножко масла, немножко хорошего вкусного бараньего жира. Вы от этого только здоровее станете. И масло, и жир – это полезные продукты. Без них человек жить не может. Конечно, не стоит питаться одним только маслом, да, и одним только жиром. А хуже всего на здоровье влияет глупость. И когда вы слушаете диетологов, слушайте меня. 10 минут, максимум 12 в духовке. Больше баранину держать не стоит. Посмотрите, какая она получится. Красиво и пахнет аппетитно. Ребята говорят, уже терпеть невозможно. Я-то еще терплю, закаленный. Такого рода блюдам, ну, обычно подают какие-то соусы. Кетчупоподобные такие, томатные. В Корее очень любят вообще жарить какие-то продукты во фритюре, вот в кляре делать. Знаете, они обмакивают в майонез. Я пробовал, это получается достаточно вкусно, достаточно интересно. Вы сами подберите, как вам будет вкусно. А я пока что скажу, что мне это будет вкусно съесть с листиком салата и с живой сочной помидоркой. Вот этот кусочек я оставлю себе на пробу. Прямо сейчас при вас все разрежу, попробую. Пока что прощаюсь с вами и желаю вам, как всегда, приятного аппетита. На этом месте могла бы быть ваша реклама.